ребят, всем добрый вечер. Смотрите, какой он у нас красивый. Батумский вечер. Мы сейчас встретились с подписчиками, приехали из Тбилиси и пойдем сейчас в классное место. Хотим вас с собой взять. Детишки там бегают просто по этим фонтанчикам, так смешно. Босоногие, в плавках носятся, счастливые. Вот такой у нас красивый парк. Текут такие речки искусственные. Люди гуляют. Магнолия цветет белыми цветами красивыми. Покажу я вам сейчас. Она уже отцветает. И как розами пахнет. Просто фантастика. Просто пахнет розами. Где тут бутон огромный. Наверху они уже отцветает, уже магнолия. Огромные белые цветы. Я только в Батуми первый раз увидела магнолия, как цветет. Вон он, цветок. Смотрите. Какой он красивый. Такие жесткие у него листья. У цветка. Ну, очень красиво. Так что вот такой у нас вечер. Мы сегодня в аквапарке с Миланкой накупались. Детей оставили дома с кошками и собаками. Подписчики наши приехали с собачкой из Тбилиси. И вот мы их там всех оставили. Собаки, видите, везде. В Батуми. Собак здесь очень уважают. Вахтанг у меня голодный уже. Голодный, сегодня ничего не ел. На 21 этаже трехкомнатные апартаменты, к вашему вниманию. Посмотрите тоже, какие солнечные, залиты солнцем. Ну и вид здесь. Вид, смотрите, он вот такой панорамный. Панорамный вид. Большой балкон. Здесь можно пить кофе. Апартаменты рассчитаны на 6 персон. Диван раскладывается. Двуспальная кровать большая. Большой шкаф. И здесь двухспальная кровать. Еще одна комната. Апартаменты улучшены. Посудомоечная машина и духовой шкаф. Вот этот духовой шкаф. Посудомойка, большой холодильник, обеденная зона, вся необходимая посуда, стиральная машина, санузел, душевая кабина. Вот сюда мы сейчас пойдем, переходим дорогу. Пешеходного перехода здесь нет, поэтому живенько надо двигаться. В общем, вот так начали нас смотреть ребята. С какого города? Краснодара. И переехали в Тбилиси. И смотрели наш канал. И оказалось, что у нас дети в один лагерь. И вот так мы сейчас встретились и идем поужинать. Оля. Мы уже были в ее заведении прекрасном у Оли. И сейчас мы пришли сюда и смотрим. Эта прекрасная женщина нас встречает. Что за заведение, Оля, расскажите? В Арцихе Марани, это 4-й ресторан у нас, мы открыли. У нас есть заведение в Тбилиси, в Гудауре и в Батуми, и в Бакуряне. Наша особенность, мы называемся в Арцихе Марани, у нас свое производство вина в Эмирете, и на базе этого мы еще открыли ресторан с грузинской кухней. То есть у нас свои замечательные меретинские вина, еще у нас есть кахетинские вина, потому что у одного из владельцев нашего ресторана, у него еще и в Кахете тоже есть винодельня, поэтому у нас очень приятная цена на вино. Мне кажется, ни в одном ресторане. Очень приятная цена, это прям очень приятно. Это прям очень приятно, да. Потому что можно попробовать хорошие премиум вина за адекватные деньги. И самое главное, что они очень вкусные. Приходите, я расскажу про нашу винодельню. Какие у нас есть? У нас есть дзелшави, есть аджалеш. Не в каждом ресторане это можно найти, они у нас представлены. И у нас есть и аджалеши, дзелшави у нас есть полусладкий, сухой. Ну, в общем, вина у нас на просто, любой вкус, да, на любой да, вкус, для да, любого гурмана. Для любого гурмана. Винного. И квеври, и не квеври, приходите, пробуйте. И
Я думаю, останетесь Марочные довольны. все вина тоже, да, есть? Да, ну, как бы я вам там дала винную карту, сейчас я вам расскажу. Так что... Грузинская кухня здесь. Да, у нас грузинская кухня, полностью классическая грузинская кухня. Не фьюжн, ничего, а обычная грузинская кухня с хорошими порциями, вот, и с хорошими ценами. Плюс территория комплекса, Новый бульвар. Мгм. Территория, конечно, тут шикарная. Бассейн, но он сейчас закрыт, он до которого часа Он до работает? 9. До 9. Здесь детский бассейн, взрослый бассейн, шезлонги и такая территория очень красивая, потом покажу Зелёная, еще. да, здесь просто за ней очень хорошо смотрят, ухаживают, то есть люди, которые построили этот комплекс, они прям Сколько смотрят вы за уже как территорией. работаете? Мы работаем неделю, так что Ещё в тестовом мы режиме. в тестовом режиме, так что да, как бы не судите нас пока строго. У нас, я думаю, в конце июля будет официальное открытие, так что буду рада всех Ну видеть. все, мы на дегустации теперь. Да. Сейчас продегустируем. Так, ну марани это погреб. Да, мораль производства. Это прям производство. Да, в Арцихе это прям село в Эмирете, где Село находится... Марцихи. В Арцихе, вот, да, за Багдати или перед Багдати, ну, смотря откуда ехать, да. Вот, где находятся наши виноградники и наши винодельня. Ну все, тогда оформляем Да, мы там заказ. тоже скоро откроем Марани, ну, то есть будет гостиница с бассейном, с домиками, туда тоже можно будет приехать отдохнуть. Вы поедете туда? Нет, я буду здесь, пока я буду здесь. Надо раскачивать Да. новое заведение. Ну, стараемся, потихонечку стараемся. Понятно. Но мы вам У нас, удачи. да, удачи. плюс у нас открытая кухня. Открытая кухня, мы зашли вчера, посмотрели. Какая красота. Вот это вот именно наши медицинские вина, а это содружество, ну, пахитинские. Но больше у нас, конечно, уклон мы делаем на нашем Маране, в Арцихе Маране. Вот. Там тоже. Сейчас у нас просто была свадьба 2 дня на 160 человек, и чуть-чуть убирают помещение, убирают. Вчера был второй день, мы зашли, так все было уже по-скромному. Я говорю, так свадьба, наверное. Вахтанг сразу сказал, это второй день, это не свадьба уже. Это уже второй день. Сейчас занесли обратно сложили. Мы еще не успели расставить бутылки. Вот ребята собирают оборудование, потому что здесь была сцена огромная. Живая музыка будет у вас? Будет, конечно. Ну, вот. Живая музыка, да, у нас будет. А здесь вход есть в отель еще. В отель нет, здесь нет, Нет? соседние двери, это будет вход в отель. Бутылки, это ваша тема. Да, бутылка это моя тема, да. Сейчас просто, говорю, все стоит в таком полном бардаке. Ну, что делать? Рабочая обстановка, скажем А вот так. этот плющ, он знаете для чего нужен? Он забирает плохую энергию. Да, да, они очень хорошо растут, кстати, в ресторанах. Да? Да. У Очень меня хорошо. на террасе такой посадили мы. Он по стенке начинает. Да, мы еще чуть-чуть так, ну, в тестовом мы еще там что-то добавляем по декору, потому что не успевали. Так как мы знали, что у нас будет свадьба, у нас сейчас был приоритет перед свадьбой, естественно. Мы, может быть, и открылись бы чуть попозже, вот, но так как уже люди были договоренности, мы прям бегом-бегом. Ну, 160 человек это мало. 160 человек очень даже. Как вы тут их все уместили? Уместили очень прекрасно. Да? Вот учитывая то, что та часть у меня была полностью под танцпол и под сцену. Там стоял диджей, они привозили с собой своего диджея из Израиля. Ну вот, с оборудованием. На свое производство мебели и не доехала наша мебель еще. Что-то деревянное будет, да? Ну, Лофт. все стили. Да, это просто все наше производство. Мы А, сами вот всё это делаем. дерево, я говорю, Да, ж это деревянное. Сами, да, все делаем сами. То, что вы видите, те, кто ресторан, это все наше. Молодцы. Ну, развиваться вам желаем. Ага, хорошо, спасибо. Ну что, ребят, вы там что-нибудь решили заказать? В Маране мы добавили мидии, так как мы все-таки регион на море. Мы добавили барабульку, потому что... Вот я, как бы, кстати, потом- рыбу хочу. Какая рыба есть У нас сейчас? есть дорадо, семга, форель, барабулька, ну и мидии есть. Ты или 6 закончил, лето было, или уже в 7 классе было, свадьба была рядом какая-то, и вот мы с другом, там, Гизо у меня был друг, сосед, вот с ним мы, помню, по 2 бутылки вина мы сели сбоку, с краю, и у взрослых свистнули вино В на 7 свадьбе. классе, да? 7 класс был, да, и по 2 бутылки вина. Оля уже такая замерла. Так, это крахуна. Крахуна? Да, это кисель. Киси и крахуна. Так, пробуйте и определимся, каково. Давайте будем Специальные бокалы для каждого вида. пробовать. Крахуна. Да, а это кисель.
Не надо ржать надо мной. Крахуна. Мне кажется, вот это. Я что сказала, что Дай. Она чуть-чуть как-то она потом еще будет очень хорошо раскрываться, да? Она будет прям раскрываться, она будет играть в бокале. И это я уже пила Это кисси. пили, а крахуна не И оно такое, как кажется, попроще. Ну-ка. интересно. Еще один гурман. Минус 30% на все вина take away. Вот. Если с собой. Да, если с собой. Отличный Так что- маркетинговый да. ход. Ну, да. Сейчас принесу вам ваши флешки. Ждем. Надо и утром, и за обедом. Дедушка у меня, допустим, и даже детям наливал. Даже детям наливал стопочку вина, когда за стол садились, красного вина. То есть, но не больше красного вина, максимум стакан. Вот, и что это про этот в 7 классе. И вот мы свистнули эти 2 бутылки вина, по 2 бутылки. Под столом спрятали, мы сели в самом конце, там где вот у нас как столы, так шепа раньше называлась, сепа. Ну вот эта палатка такая, метров на 200, и 3 ряда столы идут, с 2 сторон лавки. Как бы. Ну это раньше так делали вот, во дворах. И все соседи нам помогали, чтобы накрыть все эти столы. И вот мы по 2 бутылки уговорили. Я помню, домой я пришел, так прокрался домой так окольными этими проходами, быстро лег. Ну, меня спалили, что я продаю что-то не то. И с тазиком ко мне. Вот. И сразу пошел этот розыск, кто был еще из соседей в этом, кто участвовал. И сразу определили, что еще один в таком же состоянии находится, Гизо. Если он когда-нибудь увидит, привет, Гизо Гигалишвили. Отравление Вот. получили семиклассники. 2 бутылки вина, это 6 класс мы закончили, это в 7 перешли. 2 бутылки вина, это 1,5 литра, 0,7, да, 0,7 бутылка. По бутылке на каждого. По 2. По 2 на 1,5 каждого. литра, да. И нас унесло так, что я до дома, как дошел, это было... Ну, честно говоря, потом уже сюда я приехал, уже это 8 класс, считаю, уже мы в 8 классе здесь пили с ребятами, спокойно, по 2 литра вина в 8 классе. 9 класс у нас здесь выпускной был, вино на столе стояло в открытую при учителях. Пили нормально, по 2, по 2,5, по 3 литра. Слушайте, ну нету в Грузии алкоголизма же. Вахтанг, ну нету же. Или есть? Нету так, ну, как такового алкоголизма нету такого, как вот, допустим, в России, что там валяются на улицах и такое вот. Здесь даже и вытрезвителя не было в советское время. Я лично не помню, что где-то был вытрезвитель. Даже, мне кажется, даже в Тбилиси его не было. Вот. Ну а так, конечно, есть люди, которые каждый день пьют, но все равно кто-то их доведет до дома и кто-то проводит. То есть такого нет, что он там упал, и ему не помогут встать и там, подняться. Напился, да, перебрал, но его все равно, даже если он сам захотел домой идти, ему помогут дойти, соседи, дороги, кто-то, что-то. А если где-то за стол его посадят на такси, отправят или с кем-то отправят, то есть в таком состоянии не оставят его на улице. Так что алкоголизма нету у нас. Вот открыть бутылку пива и залпом прям в жару. Не бывает такое? Мне бывает прям иногда. Крахуна. Пиво часто не пью, но 2020 иногда прям года. бывает, прям вот хочется вот открыть холодного пива. И прям вот Мне пиво хочется, вот таким прям звуком. 2 глотка я Хвост, выпиваю и хвост, напиваюсь. Хост называлось место. И были сады. То есть, допустим, там, гектар там груши, гектар там королек хурма, гектар там это. Больше всего, конечно, мандарины были, апельсины, мандаринов больше. Но были черешня, мушмала, то есть. И вот для нас раздолье было то, что каждый месяц какой-то фрукт поспевал. То есть, и причем вот эти груши, там, допустим, гектар их, да, и там 30 рядов там одного сорта, 30 другого, 33-го. И мы, детвора, постоянно знали, когда, где поспевает, что так, сейчас какой май месяц, черешня там поспела, так, и все туда. А охраняла там все вот эти сады. Женщина русская была, ее Алекса Мария называли почему-то, я не знаю. И у нее было 40 собак.
То есть она одна была, и вот она вот этих собак, и как за километр было слышно, когда она идет, мы собак слышим, все, Алекса, и все, мы нас сдувало с этих, по-моему, 40 собак, от них, если унесешь ноги, то хорошо. Или на дереве где-нибудь там засядешь, пока она не пройдет. И вот набирали вот это вот все. И фрукты, конечно, наелся, наверное, на всю жизнь. Какие хочешь, там, что, чего только не было. Вот так вспоминаю, вообще все, что растет на территории Грузии, там все росло. То есть, и причем в Абхазии там еще больше такой край, где там такие... Здесь, может, так, допустим, мандарины, там слаще, чем вот здесь тоже мандарины растут, то там слаще они. Потому что здесь более влажный климат, и они кислее больше, ну, солнца меньше. Вот это грузинский традиционный салат. Огурцы, помидоры, кахетинское масло, которое прям имеет такой вкус. И орех, грецкий орех. Дорадо, рыбка, не костлявая, у нее только кость идет такая основная. И вот это очень вкусно, скажи. Очень. В чесночно-сливочном с хлебушком мы не едим. Ладно, тебе можно. Я буду Да. меняться. В общем, это мидии, Такая фишка. овощи. Большое поле. И вот подсолнух, когда уже цветет, он же еще цветок, он обычно за солнцем поворачивается. Да, немножко, разворачивается. в течение дня. И вот ты когда едешь, и вот огромное такое поле, такое, Все в одну сторону направлены. да, Я они знаю, все в когда одну сторону направлены. Видишь? Да. Красиво, там поля такие большие, прямо. Лавандовые поля, маковые поля. Грузия такая невероятно Кстати, красивая. вот на лавандовых мы еще не были. А у нас белые маки в Владивостоке есть. У нас Белые есть остров, да, острова. И там растут белые маки прям на морском побережье, среди камней, между камней прям вырастают белые маки. Обычный мак, только белого цвета. Чтоб был мир, никогда не было войны. Чтоб наши дети не видели, не слышали выстрелов. Чтоб вообще никогда никто не видел войны. Чтоб всегда был мир на планете. Вообще, чтобы нигде не было. Не то, что не в Украине и в России, а в Грузии. Нигде. Вообще. Во всем мире, чтобы никогда не стреляли, только друг другу пониманием и как-то находили общий язык всегда. Давайте за мир. Женя. Бог дал нам для чего? Голову, мозги, язык, чтобы умели договариваться, мыслить и все такое. Не только силой все делается. За мир. Да, ты сейчас какой-то перевертыш действительно. Как ты там, Жень, сказал про книгу автора назови? Джордж Оруэлл, 1984. Я слышала про это произведение, даже, по-моему, у Собчак видела. А он очень известный, у него еще есть «Скотный двор». Скотный двор, вот. Вот «Скотный двор», где на примере фермы показывается как раз вот современное вот это вот общество, чиновничество и все прочее. Вот, Антиутопия, да. которую мы сейчас проживаем. К Которую сожалению. мы сейчас проживаем. И от этого так становится не по себе. А я написала книгу «Утопия». На 100 лет вперед описала ресурсоориентированную экономику планеты. Я, кстати, ее презентовала в Санкт-Петербурге, в летнем дворце Петергофа на 600 человек. Называется «Велиса. Нереальное реально». Это я там как будто душа путешествую по разным мирам. И вот сейчас решила воплощение в этом прожить вот такую жизнь. Но я еще телепортируюсь и проживаю жизни еще в разных временных пространствах. И на 50, и на 100 лет вперед. Типа как, В 118 году. как фантастика, как бы. как- Да, это автобиографичная фантазийная повесть. Можно нам ее приобрести, пожалуйста? Да, но я написала, получается, ее в 16 году, а сейчас я пишу продолжение. Ну, можно сказать, сейчас уже не пишу, забросила, но надо мне как-то заняться. Я хочу ее очень издать. Какой у нас стол. Наша. И Оля. Оля нас обслуживает сегодня, видите? Как нам повезло сказочно попасть в такие руки. Вкусненько тебе? Отлично. Все очень нравится. Вкусненько, вкусненько. Особенно с хлебушком. Да, ребят. Но с хлебушком я реально завязала, потому что, ну, это невозможно уже.
Я скоро буду снимать видео. И вы не думаете, что я вешу 99 килограмм, потому что многие, кто меня встречает, думают, что я очень полная. Я не полная. 61 килограмм у меня сейчас веса, но я хочу скинуть. 54 килограмма прям вот будет очень хорошо мне. И я планирую сделать еще пластическую операцию. Поэтому подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Будет очень интересно. Я буду об этом рассказывать, о своей истории красоты. Потому что красота должна быть в красоте. Видите? В каком мы месте. Все это возле нашего дома. До 9 часов здесь работает бассейн. Там барчик еще есть. И вот такие апарт-отели. Вот кто-то здесь приезжает, апартаменты снимает, кто-то их купил и живет, проживает в них. А мы вот в этом сейчас замечательном новом ресторане Маране пробуем вкусное вино. Да. Вино это как бы мой подарок вам. О! Угормеси Мадлоба! Ничего себе, как нас любят, видите, балуют. И вино в подарок. Вахтанг, что нужно сказать? Шерьте? Шерьте, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчики и ждите новое видео. Да. Прям, видишь, как прям выучил, вызубрил. Всё. Я приобрела в первую очередь внутреннюю свободу, любовь, да, и, конечно же, солнце и море. Это, наверное, 3 таких самых главных, если не разбивать по мелким составляющим. Все говорят, природа в Грузии замечательная. Но я хочу не с природы начать, а хочу начать, что здесь я уж услышала словосочетание теплый человек. Вот, ну, люди. Даже не вино, не фрукты, не горы, не море, не там, а вот именно людям. Здесь хорошо. И как я говорю на своем YouTube-канале, здесь у меня реанимация души происходит.